Друзья, всем привет! Вы на канале Мой Флакон, как обычно, Hello. Вячеслав и Сергей. У нас в гостях Артем. Всем привет. Вот, да, это наша тема парфюмерная тусовка Тбилиси. С Артемом мы очень случайно встретились на остановке. Оказалось, что мы живем в одном доме. Артем оказался на нас подписан. Вот. Да. И захотел поделиться своей коллекцией с нами. Нам очень интересно. И первый вопрос к тебе. Может быть, ты хотел бы что-то рассказать про себя? И вот как ты начал? Да, у меня нет никакого канала, я не блогер, не коллекционер, я просто... Нормальный человек. Да, нормальный человек. Можно так сказать, да. Пользуюсь, в принципе, носибельной в основном парфюмерией. И увлечение начал где-то года 3 назад, когда я переезжал и захотелось с собой увезти какие-то части воспоминаний, может быть, впечатлений. Ну и тогда я только начинал, и хотелось знакомиться со всем, конечно, все больше и больше. Но сейчас у меня такой период уже более осознанный, что ли. Я стараюсь носить парфюм, который соответствует мне, моему настроению, моей одежде, и который не вызывает диссонанса какого-то, наверное, у окружающих, как какие-то нишевые парфюмы, например, да. То есть я наношу и чувствую себя комфортно в нем везде, не задыхаюсь, никого не задыхаю. У тебя такой утилитарный подход к парфюмерии, чтобы вот оно именно было больше на подсоединение. Наверное, я могу разделить на две группы, вот утилитарный, как ты сказал, и какие-то более такие абстрактные вещи, которые я хочу зафиксировать, как воспоминание какое-то, которые не обязательно я буду их носить, но я очень хочу их иметь у себя, чтобы возвращаться к ним и эту атмосферу вокруг себя какую-то создавать. Не, ну да, на самом деле, да, у меня уже со временем, да, сформировались какие-то парфюмы, которые именно отсылают к прошлому. Хорошо, что пока что это все хорошие воспоминания. Потому что я знаю, что там про бывших вот какие-нибудь парфюмы сразу нет, это вот все. У меня такие есть на самом деле, но я стараюсь как-то от них, от плохих воспоминаний избавляться, да. И закоренять на них новые какие-то. Ну, если получается, тогда да. Ну что ж, с чего началось все? Да, началось все, наверное, когда я встретил одного знакомого своего и как-то оказался у него в гостях, увидел у него на полке несколько, наверное, десятков парфюмов, и я тогда офигел, потому что у меня там в коллекции был там Zara какой-то и еще что-то был какой-то одеколончик из Фикс Прайса. Я не понимал вообще, это нормально. 20 флаконов. Ну, да, зачем, как бы... Что за дичь, да? Это болезнь какая-то, наверное, или что? Это болезнь. Ну, в целом, да, то есть потом я так подходил иногда, пробовал, что-то нравилось. И потом мне друзья подарили вот один флакон, который не совсем... То есть я бы себе такой никогда бы не купил, а они мне на день рождения подарили, вот просто, попробуй. Это он? Это был Эйфория Intense. Ой, нет, не Intense, это был обычный сначала Эйфория. Я его как бы так... Подожди, это Эйфория Кельвин Кляйн? Да, Кельвин Кляйн. Это Кельвин Кляйн, бренд масс-маркет у нас считается. Но тогда для меня это что-то было такое вау вообще, потому что он пахнет... Можно? Да. Я, на самом деле, не очень хорошо знаком, а ты стал знаком? Я знаком с этим ароматом, и это довольно-таки очень известный аромат. Известный, да. Да, и популярный. Его, говорят, реформулировали уже несколько раз, но... Да, давай наноси. У меня был, и он не особо стойкий, к сожалению, да? Да. И это 2-3 часа максимум, но вот эти 2-3 часа максимум он классно звучит. По-моему, про специи, как я помню. Да, я тебе сейчас расскажу немножко про историю. Значит, он раньше, говорят, был стойким, и потом, видимо, Ефра, может быть, это 2007 год, да, они что-то поменяли, и все его хейтят сейчас за нестойкость и за дешевизну какую-то звучания. На мой взгляд, он не пахнет вообще дешево, но его надо знать, когда носить, потому что он очень классно раскрывается в холод, вот даже сейчас, либо в мороз, особенно вот сибирская зима. Он прям искрится, вот играет этим имбирем. Я слышу, вот он такой именно прохладительный, да. Прохладу дает. Он и прохладу согревает. И согревает при этом, потому что там вот имбирь, базилик, черный перец, что-то еще заявлено. А здесь есть акватика? Нет, каких-то морских прям нот нет, наверное, именно базилик дает, вот это свежий, потому что водиколон добавляют, да, часто. Но
При этом все это чувствуется, и это все так гладко сделано, и мне он не совсем нравился поначалу, потом я уже, когда вот начал разнашивать, я понял, что это прям мое, и вот уже в 3 года Это уже... один из твоих топов, да? Да, то есть он у меня всегда есть, я его всегда обновляю, и на все случаи реально, Мгм. поэтому его, конечно, хейтят, но я знаю. А почему хейтят? Именно что, из-за нестойкости? Пахнет банально, нестойко, масс-маркет. Мгм. Ну, не знаю. А я не знаю, Calvin Klein это масс-маркет считается вообще? или Мне кажется, это люкс. больше люкс. Потому что они делают одежду. Мгм. И... Ну, Наверно, да. я понимаю, о чем ты, про то, что почему хейтят, потому что это, ну, будто бы такой фужерный, классический мужской парфюм. Мгм. Но я бы сказал, что он мне не высверливает мозг. То есть я вот не очень люблю такие направления. Но этот, ну, приятный, он такой... Он очень Гладкий, легкий, стандартный, позитивный, да, да, непринужденный, можно сказать, такой бодрящий. И на самом деле на фоне нынешней вот этой всей люксоты, не знаю, как это сказать, потому Он что выделяется. он на самом деле выделяется, Выделяется, потому что да. тоже Calvin Klein послушать, то, что сейчас делают, они очень делают однообразные, мне кажется, вещи. И, наверное, сейчас мужские даже стали более сладкими. Сладкие, Вот да. таких Они прям... добавляют каких-то бобов тонка больше, Да. какой-то даже ванили туда вот, да. Мгм. И более стойкими стараются делать. Да, а этот он, ну, все же такой вот травянистов, жирный, может быть, мята, эвкалипты или какие-то травы, ну, вот так. Ну вот сейчас, кстати, там амбра есть, он на тепле больше амбру выдает, Да. а на холоде он именно вот такой прям... Звенящий. Да, звенящий он такой, Да. вот, это надо на холоде чувствовать. Такой древесно-смолистый становится со временем. А ты носил такой раньше? Я носил, да, я даже Мгм. на работу ходил. Когда ты его А, носил? Да. Наверное, это был год 2015. Вот. Наверное, наводил все-таки. Вот он, 2015 год уже, наверное, наводил, да. Ага. мгм. Что-то я пробовал в магазине сейчас, тестер. Они, во-первых, удешевили, убрали вот этот вот металлический короб. И мне показалось, что они еще и запах сильно поменяли. То есть это у Не тебя в лучшую старый, да? сторону. Ну да, я знаю там, где покупать, короче, сейчас старые выпуски. Мгм. Поэтому у меня он более такой, Прикольно. который мне надо, короче. И я вижу, у него есть братюльник какой-то, Да, да? Это, да. получается, его фланкер или, не знаю, старший брат. Это Младший его брат. фланкер, да, это фланкер Euphoria Intense. В таком темном флаконе. Очень, на самом деле, классно выглядит, мне кажется, для, не знаю, масс-маркет или люкс. Да, дизайн флакона это прикольный очень очень, да. круто. Мгм. Он вроде как тоже и туалет, и туалет идет, да, но достаточно стойкий. И давай, неси. Мгм. Ну, Intense, соответственно, ну, вот эти названия обычно сразу Более говорят интенсивный, да. вечерний, вот что-то вот такое. Да, он вечерний действительно, но я бы не сказал, на самом деле, что это вот эта интенсивная версия вот этого. Они все-таки разные. Мгм. Ну да, часто они, Они очень разные. сильно... Они вообще разные, да. И, Мгм. по-моему, его сравнивают Мгм. с снятым в Paco Rabanne Black XS, который давно носили там, 2000-х. Я не пробовал его, потому что я тогда был сильно маленький. Ой, и пачули. Я слышу пачули. Да, там есть. А И вот шоколадный это, пачули. да, а вот это уже такой вот как раз таки в больше сладковатую, томную такую сторону, как я вижу. И мне пахнет каким-то немножко ореховостью. Это либо, не знаю, ветивер ореховый, либо это кожа. Там, какая-нибудь нет, там не кожа, даже. там Почему не не шоколадный? ветивер. Я тебе скажу, что это, скорее всего, дает. Это ут. Мгм. Там есть ут. Мгм. А, может быть, кофе? Иногда так кофе делают. Кофе. Ну, бобы тонка, само собой, там должны быть. Вот. Наверное, есть, но не заявлено. На самом деле там кожа тоже не там Мира. Смола то заявлена, есть Мира. а-ля амбровый аромат. Мне кажется, Мира и ут, они дают вот этот вот какой-то микс Мгм. смолистости, тягучести вот этой кофейной. А Мгм. сахар там, наверное, дает амбра тоже. И там также базилик, перец, как и вот этом. Но мне его нравится зимой носить. Он такой тоже на фоне, наверное, текущего всего, что есть на рынке, он прям выделяется. Мгм. И он снятый, к сожалению, уже. О как. А как ты пришел к второму аромату эйфории? То есть тебе, получается, хотелось что-то такое же, да? А я его случайно увидел в каталоге в каком-то магазине, интернет-магазине, по-моему, да. Потом начал искать и нашел, что у них, оказывается, еще есть куча фланкеров на эту эйфорию. Но они все на ближневосточный рынок были ориентированы. Там Pure Gold, что-то Gold, еще какой-то Gold и Liquid Gold.
И все на англоязычной фраге и там в интернете их очень хвалят, но, к сожалению, их сложно попробовать, потому что они стоят очень немалых денег сейчас. Калин Кляйн? Да, они сняты. Потому что снятость, да. Да, их коллекционеры собирают, там остались уже единицы. Ну, я пока не горю желанием прям просто, чтобы попробовать, покупать полноразмер. Вот. Ну, посмотрим. Вот Intense, он пахнет как настоящая ниша. Здесь красивые пачули, четкие. Ут, да? Ут, да, мне нравится. Это Ут, когда он прям легкий такой, вот чуть-чуть совсем. аромат на голову выше, чем вот изначально. Ну, мне кажется, они просто слишком разные. Разные, да. То есть разные. этот действительно Вечерний такой. легкий, такой освежающий, а-ля повседневный, а этот выйти вечером, не знаю, в кино или там в кафе попить, или с друзьями встретиться, что-нибудь вот это. Да, этот в спортзал, кстати, таскаю иногда. Это тоже, конечно... Пореже, да. Да. Окей. Так, пойдем, наверное, дальше. Это тоже флакон, который я увидел случайно где-то, не помню, в гостях. Я попробовал его, и мне показалось, что пахнет средство для чистки стекол. Да, я вообще не понял, зачем такое покупать. И потом уже спустя... И вот он в руках. Да, и вот он у меня в руках. Я его купил, причем даже не в интернете, за полную цену. Да, стоит. То есть мне он понадобился прям срочно в один момент. Помыть стекла, видимо, захотелось. Да не, на самом деле классный аромат вообще, необычный. Это Тициано Теренци, который тоже при нас почему-то хейтит иногда. О, да. Факанера, естественно. Да. По-моему, здесь акватика как раз. Акватика, это переводится как черный огонь. И там, по-моему, концепция, что черный огонь как-то очищает своим пламенем. Видимо, стиральная порошковость, вот это она подразумевается в названии, но здесь вообще, в нотах заявлен озон, соль, морские какие-то ноты. Слушай, а он цитрусовый, как мне кажется, и цитрусы нет? тоже там есть, да. Лайм. Старт Да, очень точно, ярко там лайм цитрусовый есть. такой. Прям. Это действительно пахнет средством для мытья стекол, правда. Для зеркала, Да. такое химозное. Ну, это когда вот эти... Но это дает, я не знаю, что это сочетание может быть хвои с цитрусом. Это соль, скорее всего, и озон. Вот это, да. Там можжевельник тоже есть, и поэтому немножко джином пахнет. Да. Короче, я люблю джин вообще, и вот это прям классно. Там амброксан, по-моему, еще добавлен, конечно. Ну, я скажу, на самом деле, амброксан, какие-то еще молекулы, они почти в любом парфюме есть. То есть они просто заявляют на фрагре, либо не заявляют, это уже как они хотят, маркетологи как-то делают. А так это все просто усилитель, закрепитель и все такое прочее. Когда ты его носишь? Когда стекла моешь? Да. На самом деле ношу в любое время почти. Он летом классный, я в Батуми вот носил. Там достаточно влажный воздух, но тем не менее он там клево раскрывается. А зимой также он звучит по-другому за счет этой озоновости, соли и можжевельник. Он больше такой освежающий, кристальный какой-то. Не знаю, мне прям нравятся разные его состояния. И мне кажется, подходит всем как унисекс. Да. Клевая штука. Кстати, его носил летом. Ездил, Да? я помню, в Боржоме, когда... Да? Подожди, а как? Факанер же. Стекла тоже мы У нас ездили. был Тревел, мне Был кажется, да? Тревел, Что-то да. такое. Да. Он И есть он Тревел? стойкий, он, кстати, в жару отлично переносит. Как и многие, мне кажется, Это ароматы экстракт. Тициано. Это прям Экстракт, экстракт, да. да. Хороший аромат. Ну и кубик такой, да. Стильно, мне нравятся у них вот эти кубики. Не нравятся остальные флаконы, потому что там дичь какая-то, вот это вот все. Золото, там Золото, роскошь. красные эти все, да, серебро, вот это прям мое. И на самом деле он очень похож на водка On The Rocks, который от Kilian его сравнивают. Правда? Да. А я провел расследование свое, скажем так, и выяснил, что они все сделаны по мотивам, на самом деле, одного парфюма. Это который следующий. Который следующий, Ну, давай, да. расскажи, ну. Это у нас Abercrombie and Fitch Fierce. Колон. Старая First, версия это причем. типа... Это люкс, это тоже люксовый бренд. Это масс-маркет. Даже масс-маркет. Да, потому что они одежду Бесстрашный, делают. насколько я понимаю, переводится. Fierce, типа яростный, бесстрашный, что-то такое. Я как знаю, это вообще у них хит.
Этот аромат хит. Он очень популярный в Америке, Да. был и есть. Говорят, что в ТЦ так пахнет у них, где Вот, бутики Abercrombie & Fitch. Я не выговорю вот это. Fierce, да. Abercrombie Fitch. Ну, прям свежак. Такой свежий. очень. Fierce и Cologne. У них, наверное, есть несколько версий. Да? Там есть что-то Fierce, какой-то Intense тоже, Айконы, Найты, но они мне все не нравятся. И мне не нравятся новоделы, кстати говоря. А это какой новодел или такой средний? Это старый, потому что на нем еще изображен вот этот, покажи, да, мужик. Смотрите, какой торс. Тут явно указано, что это мужской парфюм. Ну, вообще у них в 2000-х годах, он вышел, по-моему, в 2002 была вся аудитория целевая, вот такие вот подкачанные там мужики, Ну, вообще красиво, на девочки. самом деле, мне нравится. Сейчас они поменяли бренд, ну, концепцию бренда, да, они больше ориентированы на такую на современность. И сейчас это токсичная маскулинность, наверное, которая раньше была, она воспринимается негативно. Они убрали вот этот торс, сделали просто пустой флакон без ничего. И я в аэропорту на неделе где-то тестировал в Duty Free, не то. Вообще уже не то. отличается, да. Поменялся. Они похожи, но база у них вот эта мускусная база, которая, кстати, очень много комплиментов собирает, мне кажется. Расскажи, чем же он пахнет? Там тоже морские ноты, там амброксан, я так понимаю. По-моему, там розовое дерево, это, по-моему, палисандр по факту называют розовым деревом. Ну, а для тебя он чем пахнет? Он какой вот свежий, цитрусовый? Да, он свежий, но при этом теплый. Я его люблю зимой носить, потому что он согревает этой пряностью, там, по-моему, тоже черный перец. Имбирь, да, как будто. Может, и имбирь. Что-то, да, розмарин, ну, вот такое. И я пробовал всякие аналоги. Есть, кстати, тоже поэтому же сделан... на основе этого парфюма сделан популярный, я скажу, Mont Blanc Legend, по-моему, черный такой с серебром, да. Но там бобы тонко, по-моему, и они более сладкие. И еще у Parfums de Marly есть Персиваль, который тоже с вот этим сравнивает и с вот этим. Но вот, короче, я все перебрал. И вот этот самый универсальный, самый клевый. Слушай, я скажу, пока что он будто бы мне больше всего нравится. Я такой даже вполне себе ношу, носил бы. Тебе не банально это? Нет, мне он не кажется слишком банальным. Здесь вот отсутствует вот эта автошейвовость какая-то, вот либо лавандовость такая излишняя, знаете, как в мужских парфюмах. Он какой-то одновременно и цитрусовый, и немножко, ну, наверное, это какой-то либо имбирь, либо вот чуть-чуть сластинки, вот какой-то он сбалансированный. То есть вот он такой он идеально аккуратный собран, какой-то очень. Ну, ты про автошервость сказал, на самом деле, мне кажется, вот он вышел когда в начале 2000-х, очень на него похож, лосьон Nivea, что-то серебро там вот такое есть. И мне кажется, вот этот один из этих парфюмов задал направление вот этим отдушкам синтетическим, которые добавляют в пены, в лосьон. Все эти Old Spice. Да, Он стойкий да. вообще, Артем, вот этот аромат? Да, он стойкий, ты сам можешь его не ощущать, но я, то есть, иду по улице, допустим, где-то, или прихожу куда-то, мне говорят, о, как клево пахнет. И это круто, мне кажется, учитывая, что это колонь. Да. То есть это одеколон такой, ну... И по цене он вроде более-менее адекватнее, даже с тем Сами Теренса сравнивать. Да, конечно, он дешевле, но он все же дороговат в России, мне кажется, он стоит дороговато. Я его брал в Армении, честно скажу. Там было подешевле он стоил. Кстати, здесь в Тбилиси нету этого аромата. Да. Этого бренда что-то я у нас вообще не нету, видел. да. Видел в Турции. В Турции он был, кстати, да. Насколько я знал, в Литуале есть, но там только новые парфюмы, которые они делают, а Fierce что-то нет, не продают они. Ты носил такой, либо знаком? Вот я не носил, но я слышал про этот аромат, он очень популярный, кстати, да, особенно в нулевые годы он был очень. У них еще банка 200 миллилитров есть такая, чтобы уже наверняка носить, да. То есть ты чахнешь над этим остаточком уже, как над златом? Слушай, я не знаю, да, что потом делать. С одной стороны, я стараюсь добивать флаконы, чтобы ротация была, и не было вот этого груза стекла у меня. Смотрел, может, на eBay там какие-то старые продают. Ну раз старые, наверное, продают, но подделок много. Подделки? Да, опасно. Блин, это еще и подделывают. Ну, конечно. Это же очень популярно. Можно, кстати, сравнить вот этот, да?
По мне они не сильно похожи, просто... Но отличаются. Вот Да, когда да. параллельный затест отличаются. Ну, может быть, чуть-чуть вайбом, но в целом Этим нет. можжевельником хвои вот они похожи. Да, направление как бы одно, но этот пахнет, мне кажется, Более густо как-то да, так. такой Да. насыщенный. Мгм. А этот такой более легкий. Ясно. Ну и дальше у тебя, смотри, тоже Да. что-то Люкс-бар. крутое, классическое. Ну как классическое? Из Да, Из это нашего у нас времени. Задик Волк. Задикан Вольтер, да. Мгм. This is Him. Про него много говорят в интернете. А Не это зря, на какого самом года деле. парфюм? Он достаточно новый или тоже там он был в 15-х? Вот такой? По-моему, это где-то 2014 год. Ага. То есть где-то на 10-11 максимум. Мгм. Попробую крышку. Eau de Toilette, Она тяжелая. Pour Louis. Мгм. То есть это... Пахнет, кстати, Он скучно. фохим называется, да, получается? Да, у них версии парные на все парфюмы. Там, короче, женский он белый, и они вместе соединяются в один. То есть вот этот Ага, вот эта часть. часть, да, битое стекло, вот такой формы оно, они вместе встают. И, Держи. кстати, его тоже переформулировали. У тебя который? У меня еще старая версия с нормальной базой, с флакон неудешевленный. В новых версиях у них колпачок пластиковый легкий, здесь металл. Мгм. Какой хороший аромат вообще. Стоит вообще копейки какие-то, Такой по-моему. согревающий. Это прям мое парфюмерное я, можно сказать, Мгм. потому что и мне в нем очень комфортно. Я его с первого раза как затестил. Я понял, что это прям вот мне надо, короче. Мне это надо. Но я его ношу только в холодное время года, потому что летом он вот этой своей сладостью, Задушить Мгм. может. он прям до тошноты душит, а зимой он идеально прям ложится. Вот там сочетание ванили, перца, сандала, грейпфрута и что-то там. Там ладан, Мгм. и он чувствуется здесь. Медитативный. Да, успокаивающий, тоже комплименты в кучу собирает на самом деле. Но он интересный. В нем есть вот какая-то такая изюминка своя. То есть я поначалу будто подумал, я что-то из Киллианов нюхаю, вот что-то туда, какой-то Да. вот знакомый профиль даже. Он пахнет классно, я считаю. Ну, да, он пахнет Да. как Киллиан по ощущениям, да, и по цене можно, наверное, даже сказать. А Пахнет стоит... недешево, то есть он Да. не банальный мужской такой Мгм. парфюм, несмотря на то, что называется фохим, мне кажется, он хороший, да. Да, и я так его немного ассоциирую. Вот я люблю всякие ужастики смотреть. А. И если знаете, есть такой фильм «Константин». О, с люблю, да. Киану Я Ривзом. комиксы читал. Да? Да. Есть комиксы еще? Да, это же снято по комиксам американским. Я не Джон знал. Константин. Такой довольно... Фанат. Сергей фанат. 85-й, что там где-то начиналась эта серия. Ты даже вот эти Очень комиксы ты круто. собирал, да? Ну, У меня собирал в электронном раньше. виде все есть, да, я хотел, думал, выкупить как-то, но Мгм. это тоже так стоит. Да. Вот. Да, я почему про Константина заговорю, потому что, если зрители, допустим, не знают, да, это там по сюжету очень такой нуарный, темный фильм про там темные силы, про экзорцизм, и вот, мне кажется, главный персонаж, если бы у него был парфюм, он бы... Это был бы он. Да, Он да, какой-то он- чуть-чуть ладана, вот Да, такого вот церковный еще ладан вот, такой, да. какой-то Мгм. перец, темноту придает. Ага. Сам дизайн И флакона сам он тоже чёрный сочетается. такой. Да, да. Мгм. Прикольно. Вообще здоровский фильм, он такой какой-то выделялся. Да, на Да. то время прям он выстрелил, мне кажется. Такой, я бы сказал, нишевый фильм. Да, нишевый фильм, там Тильда Свинтон, кстати, играет еще. Мгм. И, кстати говоря, его иногда люблю миксовать. У меня вот тут есть в Отливанте маленький. То есть мы сейчас поговорим про лейеринг. Да. Мы его сейчас понюхаем отдельно, либо сразу замиксуем. Можно замиксовать, но в помещении, опять же, не очень будет, потому что этот, что тот, они на морозе хороши. Мгм. Это Герлен, Герлен. Лем Идеаль, который М. парфам, по-моему, да, который обычный. Лём Там их Идеал. куча, я, честно говоря, запутался в них уже. Да, у них столько фланкеров, там пипец. Но обычно Да. первый... Каждый год что-то новое. Обычно первый либо Eau de Toilette, либо Eau de Parfum. Это Eau de Parfum. Eau de Parfum. Да, там Мгм. он Хорошо. такой Как- был бежеватого, с такими рамками, еще вставками на стекле. Так, что? Может, его сразу чуть понюхнем, да? Что Да, чем-то давай пахнет? И, пахнет. может быть, мы скажем, почему ты хочешь его заслоить тогда.
Да, я расскажу, почему я заслаю, почему у меня такого мало, на самом деле. У меня был Такой флакон. сладкий он. Да, Сладкий. мне не очень. Для меня прям Но он очень густой. Такой Вот вишня, прям может он быть, из даже. вот Да, этих, он да. самый такой... табак, вишня. Там вишня, она дается за счет Мгм. миндаля, короче. У Мгм. них вот эта вся линейка, она построена на миндале. Ну, допустим, вот так теперь. Да. А это у тебя, Артем, новый выпуск вот этого аромата? Старый, Старый, да, да, еще? которые Мгм. вот там они еще красили торец флакона, М. а сейчас они просто делают стекло без краски. Так, я потерял свой какого цвета. он? Оранжевый, да. Оранжевый. Но получается, они вместе, в принципе, сочетаются. Вот здесь вот эта вот какая-то такая Да. сладость у этого герлена сочетается с... Кстати, да, я тоже вижу сочетание. Сладость, Мгм. чуть-чуть Они как будто тоже здесь. друг друга улучшают, что ли, более интересно делают. У меня был флакон герлена, мне показалось, что он сильно сладкий для меня, Да. и носить он сладкий его довольно. Очень не совсем мой стиль. Вот это вот, допустим, мой стиль. А вот герлен Мгм. нет. Мгм. Но при этом, когда иногда хочется какого-то разнообразия, я, допустим, 3 пшика вот этого и 1 пшик герлена, и чтобы Усилить. кислинку придать, да, какую-то, Мгм. за счет этой вишни, миндаля. Ну, иногда прикольно Мгм. помиксовать. Слушай, герлен очень такой густой. Мгм. Я не носил никогда эту серию от идеали, как она называется, да? Да, ты Лёма стал Идеаль. знаком? Тоже не Идеальный носил, мужик. тоже не носил, но знаком. В магазине подхожу периодически, знакомлюсь с новинками. Слушай, у них какая-то у Герлена вот эта вот одна из популярных руж, или как там, Хабит руж. О, У них там много я ветивер, пробовал этот руж. Абируш, его, короче, прям тоже хвалят парфюмяки всякие. Но Я не 3 очень раза понял. подходил, я просто крышку подношу, и мне прям хочется. Я тоже так же, да. Я не Серьезно? понимаю, как это носят, честно. И может, я не дорос просто. Из всей линейки мне нравится ветивер, если знаком с ветивером. Да, вот Тоже ветивер, он такой в самый квадратном прикольный. таком флаконе все это. Да, такой же флакон, только там зеленая жидкость. Вот. Я ветер не очень люблю как Как компонент, да, его, но иногда в чем-то Мгм. нравится он. Вот. И как говорят, что это самый первый ветивер появился у Герлен. Именно этот аромат. Типа моноаромат ветивера. Да, да. А, Типа Герлен. Такой посвященный. возможно, да. Мгм. Ну, интересно, слушай, Задик мне очень понравился, Да. и вот это мне на самом деле не понравился. Да. Но ты говоришь, он как бы уже переформулирован, и это уже не то пальто. Ну, я не буду говорить сейчас наверняка, потому что не хочу Мгм. обманывать, но я из-за того, что я его тестил в местных магазинах здесь, я подходил, я сразу заметил, что крышка стала пластиковой, изменился контур флакона, немножко стал другой, он стал Дешевле. пониже, да. То есть я вижу, что Что-то ну, произошло. да, поменяли именно вот бюджет и материал флаконов, и сам парфюм мне показался немножко другим уже. Поэтому у меня там тоже немного осталось, я так трачу размеренно. Ну, Паканера с этим ароматом, они очень похожи стали сейчас. Да. Вообще. То есть потом, да, они... Да, я почти их не различаю. Очень похожи. И какая-то такая а-ля порошковость в базе. Вот не порошковость, а вот, наверное, это действительно вот Такая такая озоновость, марсановая. свежесть такая насыщенная. мгм. Хорошо. Ну, идем дальше. Да, идем дальше. Тоже ладанный аромат. И тоже от Тициана Тренс. Это Лаудану Неро. Лаудана, наверное. Да. А это уже белый огонь или... Это Или вообще какой-то Лаудана. огонь? Это, Или это не это огонь? вроде как лабданум. Там потому что тоже очень много Ага. лабданума. То есть черный лабданум. А по-моему из лабданума делают опиум еще. И, в общем, Да. я читал концепцию аромата, там что-то дождливый Париж какой-то, какие-то нуарные тоже настроения, вот эти все. Я подозреваю, что это там и с опиумом, может быть, пытались связать. Но я не знаю, не хочу как бы купил ты додумывать. именно из-за этого этот аромат? Нет, купил Из-за вот я... маркетинговой составляющей? Или Не, не понравился в шлейфе? Купил я на самом деле, потому что тоже попробовал у знакомого и именно с крышки. Пробовал с крышки, Мгм. на себе не наносил. И мне Я показалось... люблю лабдану, на самом деле, как пахнет. Не любишь? Люблю. В Да. принципе, люблю лабдану, да. Один из таких любимых. Я Ну вот да. не очень люблю сам по себе лабдан. То есть ты с крышечки понюхал, и тебя унесло. Да, мне почему-то унесло, причем мне показалось, что как будто бы я в детстве где-то ощущал что-то подобное у кого-то, может быть, у родителей. Но я не помню, чтобы у них что-то было, потому что вообще сам аромат вышел достаточно недавно. Вау. Да, он мощный. Он сразу все заполнил здесь. Да, да.
своим каким-то шоколадом Пачули и ромом, вот чем-то таким алкогольным. Да. Старт у него прям ярко спиртово-коньячный, как будто Да, вот прям вы да, открыли бутылку коньяка и вот прям в нос. Да-да-да. Это, кстати, очень красивый старт, я бы сказал. Старт, да, он недолго длится, на самом деле, не надо его прям бояться. Мгм. Деревянная крышка, бочка, где Мгм. настаивался еще этот коньяк. А вот здесь вот с крышки действительно пахнет лабданумом, вот этим, ну, смоленисто-ладанный такой оттенок. Мгм. Но лабданум, он свой особенный запах. Густой Получается, аромат. дальше он перейдет так, как на Плотный. крышечке пахнет. Да, да, он его с чем только не сравнивают, и с облака Афгана, на мой взгляд, вообще нет. Вообще нет. Нет. По настроению, может быть, но этот более такой... Все, пошел лабданом. Да. Пошла вот эта Немножко вот. можно найти из Black Афгана с криозотом чуть-чуть есть. Ну, там ут Криозот есть, да, и ут. ладан есть. Может Да. быть, вот это дает Сочетание. что-то общее. Стойкий? Шпалы вот эти. Очень стойкий, прям монстр. Ага. Как я его использую? Зимой, в принципе, его можно спокойно напользоваться, потому что он приглушается, ладан идет вот этот. Но летом я ношу под одежду там smart casual, да, это называется, Мгм. как рубашки льняные, темные тона, и в клуб, в бар можно один пшик, желательно куда-нибудь сюда, чтобы это не было вот на открытых участках. Мгм. То есть оно одежда пропитывается этим одним распылением, и немного от кожи идет, и вот такой идет корректный шлейф, Умеренно. да, то есть ты Мгм. никого не убиваешь им, даже в помещении, в баре, и он очень стойкий, но мне кажется, вот если уметь пользоваться, потому что если уметь им пользоваться, то можно приручить его, потому что я видел много отзывов на него очень таких негативных именно из-за стойкости, то есть он говорят, что он там прям сидит Надоедливый, несмываемый, да, Мгм. монотонит и вообще там пахнет каким-то кадилом, и под него надо Мгм. фрак там надевать, костюм какой-то, не надо на него фрак никакой, достаточно Мгм. просто не спортивки. И... Надо уметь им пользоваться. Да, просто понимаете как бы свой стиль, да, что вы сочетаете, там рубашка, цвет, настроение, там, понятное дело, что на работу такое носить, ну, Тяжеловато будет. для да, всех. да, если вы там, конечно, не хотите всех заставить себя ненавидеть, не всем такое нравится, это надо понимать. Ну, мне нравится. Мне нравится, как это пахнет. Это звучит нишево. То есть вот такой лабданум довольно часто используется в нишевых парфюмах. Много где видел. То есть, ну, не копии, я не имею в виду копии, а вот такой вот яркий, насыщенный, красивый лабданум. Ну и там сочетание дальше с чем-нибудь еще. Там на самом деле мед какой-то заявлен, абсент, ладан, лабданум и зола, по-моему, еще дает дымность вот эту. Короче, там много Такая всего. большая пирамида, я помню. Да, какая, многих по это памяти. заваливает, они прям Мгм. пугаются, но еще, как я сказал Мгм. уже, надо просто не перебарщивать. Да, и мне здесь слышится такой еще смоленистости, какой-то хвойный такой чуть Да, больше. да. Сам по себе, да. если лабданум взять, то он такой более восковой, что ли, он такой более приглушенный. Кстати, это аромат похож на А этот тундру. ну, Руж-бани-руж. может быть, но Есть тундра она тоже, да. легче, она такая более Легче. разряженная, скажем. Мгм. Да. Я не помню, какое там дерево, точно есть сандал, уверен, ут Мгм. и, может быть, кедр какой-то, но прям Да, какой не помню. Ну, что-то кедрово-сосновое, хвойное. Ну, сделано очень качественно. То есть это очень натурально звучит. Мне кто-то природно. сказал, Да, что... не амбродерево. Да, Нормально. извиняюсь, за что перебил. Мне кто-то сказал, Мы всех перебиваем, тут вообще не Да. извиняйся, мы не извиняйся, говори. Кто-то сказал, что этот парфюм сделан по мотивам Tom Ford Oud Tobacco. Мгм. Я пробовал Мгм. Oud Tobacco, есть похожие мотивы, но, честно говоря, вот это пахнет намного приятнее, намного универсальнее, наверное, даже и Мгм. благороднее, потому что здесь, мне кажется, больше индивидуальности какой-то. Все-таки это не клон, ни в коем случае не... Мгм. Своя история. Да, абсолютно своя Мгм. история. И пока что я не видел ничего похожего на вот это, честно говоря. Но я, наоборот, слышал очень много хороших отзывов на Мгм. этот аромат. Многие хвалят, особенно парни. Наверное, хейтят его те, кто действительно не умеет им пользоваться, Да. задушивают себя, других. И... 10 пшиков, Да. вот это все.
Да, это точно умеренно нужно наносить. Но я смотрю, ты так начал так с такой Более с легкого, да. конвенционального. Как ты зацепалась немножко Теренции, потом до люкс, а потом уже ты дошел до Назамата. Да, Назамата, ну я их рядышком поставил, потому что они оба очень алкогольные. Я люблю тему алкоголя в парфюмерии. Да, это, наверное, самый такой популярный, один из популярных в этом бренде. Ну, да, Параон, да. Она у нас была какое-то время, у нас остался сейчас Отливантик, потому что, ну, не часто носишь да, как-то в итоге. не часто. Да. Вот это я купил года 3 назад, видишь, сколько у меня. Ну, учитывая, конечно, что я пользуюсь разными. Крышка у него такая... Пробка. Сделана из натурального пробкового дерева, наверное, или что это, да? То есть это не пластик, это не имитация. Да, это скорее всего. Вот на старте Параон вообще прекрасно. У него шикарный старт. Да, вот старт у него, причем разные сезоны, мне кажется, он разный. То есть какие-то моменты мне выдает банановость какую-то, в какие-то моменты. А вот есть банановость, да. Ты сказал такой, банан точно. Да. Кто ищет банан, можете попробовать, кстати. Кто-то там говорит сухофрукты. Там на самом деле овердосом Роксана. Он тоже и со стартом даже он чувствуется. И мне он тоже на любое, в принципе, время года в бар. Но он громкий. Рекомендации, короче, по использованию примерно такие же, как и Лаудано Неро. Один пшик и аккуратно. Ну, здесь есть, ну, как я это слышу, и вот какие-то дрожжевые, солодовые составляющие, то есть вот как запах пива, либо запах виски. Виски ваш. Я не могу сказать, что оно мне вином как-то пахнет, только если каким-то домашним, которое вот забродило вот оно само как-то, а не вот, допустим, французское, там какое-нибудь тонкое изысканное вино. Вот, но может быть где-то там в отдаленных кусках. Но, как многие Назамата, дальше он мне очень зудит, сверлит, знаешь, ну вот какой-то кожаной составляющей. Вот не кожаной, а вот, знаешь, такой зеленой забутилхинолиновой штукой. А здесь она умеренная. Я вообще это не слышу. Я тоже как будто бы нет. Ну, а мне в итоге, да, ну, вот все Назаматы, я понимаю, они вот как-то вот, они вот... Я тоже... Есть общий чан, а вот сюда докину дрожжей, а вот сюда докину кожи, а вот сюда докину этого. Да, здесь вот этот вот чан согласен с виски там или с чем-то. Я пробовал вот Black Afghan, Дуро, этот Пардон, да, по-моему, называется Пардон. И еще какие-то... И по ощущению, что все они в старте разные, а потом они вот... Одна вот перекликаются, это какой-то дедовский шкаф. Но мне здесь этого нет, этого дедовского шкафа. И поэтому, мне кажется, молодым вот парням, там, девушкам он вполне можно носить. Я сам ношу вот там из белой одежды, из темной. Да, но вначале вы должны пройти через вот это. Да. Чтобы вам тоже надоело, и вот пойти в нишу. Ну, хотя... Потому что все-таки это, знаешь, такое... Не для начала, скажем, да, парфюм? А почему не для начала? Мне кажется, он довольно-таки очень комфортно в носке будет. По сравнению со многими ароматами Назамата. И я здесь слышу розу. С Кельвином Кляйном. Для любителей розы он, я думаю, тоже будет интересным. Здесь роза очень необычная. Она с алкоголем. Она есть. Такая розочка. Я тоже не слышу. Но она есть. Она рядом с нами в этой комнате. Ну, очень прикольно, да. Ну, это на самом деле хит. Хит у них, и правда. Я знаю людей, которые обливаются, флаконы покупают один за другим, да. Честно говоря, добавлю ложку санины, да. Ну, это же Назамата. Да, в Назамата пахнет. У меня есть вот немножко такая санинка в базе, но я ее списываю на алкоголь, когда вот такая... Когда вы перепили и немножко уже... Опьяненность такая, да, то есть это дает такое настроение уже легкое. Расслабленное, да. Как с Будуна немножко вот это. Да не с Будуна, а, наверное, больше... Похмельное. Похмельное, да, то есть это... Но это не пахнет как человек с перегаром, то есть не надо это не думать, что пахнет плохо. Пахнет приятно. И ты просто понимаешь, что если пахнет так от человека на работе, допустим, да, если ты наденешь парфюм,
подумают, наверное, что ты пил, к примеру. То есть ты веселился. Да, есть такой вайб, может быть, не стоит носить такое на работу даже, наверное. Могут неправильно понять. Да, ну, к тому же громкий, шлейфовый. Да. А ты сейчас, Слав, носишь его иногда или уже давно? Бараонду я, может быть, носил последний раз месяц назад. Серьезно? Да. Мне кажется, он очень комфортный, вот, например, дома ходить, вот для настроения такой, да? Никто не слышит. Я почему-то для дома. Мне кажется, вот я, знаешь, вот заберложиться с этим ароматом неплохо. А как ты вообще, ты дома носишь парфюм? Да, кстати. Бывает иногда вот такие, которые как настроение. Вот говорю, вторая категория, да? Там что-нибудь природное такое, легкое. Вот этот я на Новый год носил дома, да, помню. Ну и в поездку я тоже поехал в Армению, носил там, чтобы настроение это сохранялось, и было клево на самом деле. Я хоть и не пил там особо, но он очень праздничный, мне кажется. Под вайб, да, в Армении подходит идеально. Да. Особенно под Новый год. Да, ну и как бы дома тоже поносить. Ну, стараюсь на самом деле давать отдыхать носу, но иногда хочется чего-нибудь такого легкого. Ясно. Но мы на самом деле круглые сутки. И в течение дня даже несколько ароматов. Да, не ротация. То есть мы постоянно что-то исследуем, куча отливантов. Понимаю, да. То есть, мы это супер любим, потому что... Я согласен, я тоже, когда получаю какой-то пробник или что-то новое, прежде чем идти в люди, я дома ношу. Чтобы понять вообще, не пугать людей. Да самому понять просто, что я могу смыть хотя бы это дома. Типа вот как ты не пугать, как ты себя ощущаешь, какой образ под вот это нужно, да? Да, потому что бывают парфюмы, там с кого-то пахнет хорошо, а с меня, что-то так себе. Не так раскроется там. Индивидуально, согласен. Да. И у тебя там дальше какой-то интересный флакон. Да, еще немного осталось. Какого яркого, зеленого цвета. Отдохнем немножко от этих двух. Он не мощный, да. Да, это тоже на самом деле не совсем легкий, но он по направлению полегче. Это Zara, вот в таком красивом цвете. Мне вообще кажется, очень красивый флакон, я считаю. Вообще клевый изумрудный какой-то морской цвет. И вот эта деревянная крышка, она еще дает такой, не знаю, артизанальность какую-то придает, что ли. Да. То есть не дешево выглядит, мне кажется. На самом деле свою стоимость заровские парфюмы, я считаю, полностью оправдывают. Они недорогие. Ну, по крайней мере, в Тбилиси, то, что я вижу, они стоят очень приемлемо. А еще бывают скидки. Да, еще скидки. Почти даром. У меня, на самом деле, первый парфюм, один из первых был Zara. Я его покупал где-то в Японии, по-моему. Сейчас его уже нет. Линейки у них там Пуром была, линейка 1, 2, 3. У меня, по-моему, второй был. Что ж, это у нас Coastal Salty Forest, соленый лес на берегу. Да, соленый лес на берегу, наверное, так правильно перевести. Оно таки пахнет. Это правда. Мне нравится, что у них то, что ты покупаешь, то и ты получаешь по факту во флаконе, в данном случае, потому что остальные у них парфюмы, там зачастую есть обманка, особенно линейка Vibrant Leather, которая где ни в одном нет кожи никакой. Да, она пахнет на самом деле, какой-то молекуляркой такой. Да. Ну, то есть там и клоны, и все что угодно, только не кожа здесь. Я как знаю, да, как Zara копирует многие известные ароматы у других брендов, а это вот такая своя самобытная история. Да? Я не скажу, что он не похож ли он на Zoologist, вот, допустим, который Squid? Нет, конечно. Морской конек еще есть. Или морской конек. Ну, может быть, на морской конек, но отдаленно. Потому что здесь вот такая морская тематика, несмотря вот на вот это вот морское все, оно может быть весьма вонючее, здесь оно приятное. И я бы сказал, что это очень даже нишевая какая-то история интересная. Да. Ты прав, на самом деле, в нишевой парфюмерии популярное направление соленой акватики. Есть вот у Теренсы, Акрагас называется, тоже в таком же черном флаконе. Он примерно пахнет так же, но он там более такой йодистый, прям свербящий. Есть у дочернего бренда Теренсы Giardino Benessere, по-моему, называется бренд. Там вот эти одинаковые флаконы, и там есть Солярия, по-моему, называется. Да, тоже для темы соленых. Он пахнет примерно так же, только чуть полегче. И где-то еще я встречал такой, вот как раз таки конек морской, по-моему, Zoologist, но там тоже вот это йодистость, она меня прям выносит.
Ну, не помощнее. Помощнее. Будет, да. А здесь прям баланс идеальный. Я не знаю, мне нравится прям соль, и кипарис вот этот, и травы какие-то. И вот как будто я в океане плаваю. Мне прям нравится дома его нанести. Вот когда хочется на море, но нет возможности. Слушай, мне кажется, да. он прям... Вообще-то хорошо такой вайб морской интересный. Для меня это прям пахнет, я в санатории, когда принимал эти ванны хвойно-соленые, вот это пахнет именно вот такой морской солью с хвоей. Действительно, название оправдывается. Там эвкалипт еще, эвкалипт есть, он чувствуется. Как он по стойкости, опять же, по перформансу? Очень стойкий. Ну, то есть это, конечно, на не вот это. На все свои деньги. Короче. На свои деньги вообще классно. И более того, мне кажется... Он стоит... подожди, как-то есть такое... Пахнет дороже, чем стоит. Да, как и вот это, например, да? То есть есть, допустим, у этого бренда такой же мотив, да, но стоит, понятно, дело, дороже. Есть еще там какие-то нишевые. В люксе такого я не видел. А это стоит вообще копейки и по качеству он вообще не уступает. А мне даже больше нравится, поэтому я взял не глядя, сразу берем. Ну, считаю, что Zara достойный бренд. Да, конечно, там есть у них какие-то странности, но они что десятками выпускают эти постоянно, коллекции за коллекциями. Да. И там бывают хорошие вещи, да. Бывает. Это Монталь, да? Затесался к тебе малыш. вообще. Подожди, это еще не малыш. Это Франция или это... Это Франция. Это французский бренд, да? Это, вроде как алжирского происхождения Пьер Монталь, вроде как по легенде. Там вообще есть у них Санта-Барбара с дочерним брендом, если вы знаете эту историю. Монсеррат, который... Нет, не Монсеррат, есть еще Монталь. Короче, сейчас расскажу тогда кратко. В интернете гуляют пара парфюмов от этого бренда. Называются там некоторые, приведу примеры, Кабул Уд. И это клон обоев Афгана. Есть еще какие-то уды. И говорят, что это подделки. Но на самом деле есть информация такая неподтвержденная, что это просто Пьер Монталь однажды запускал восточную линейку с учредителями, а потом они поссорились и Делились, да. Поэтому если сейчас ты напишешь на сайт Монталь, спросишь, подделка ли от Кабулут, они скажут, что это подделка. Ну, это один блогер рассказывал. Так. Я не знаю, то есть правда это или нет, не буду. За что его купил, за то и да, продаешь. Да, но тем не менее парфюмы ходят, они продаются, и у них отличается немного дизайн, там шрифт отличается, коробка, найти их достаточно трудно, есть подделки на них, опять же, поэтому я не советую это лезть. Ну, если любопытно, можете поискать. Но этот продается под брендом Монталь. Да, это обычный Монталь. И называется он Fantastic Oud Eau de Parfum. 50 миллилитров, кстати. Такая маленькая, компактная, скажу, обожаю штука. бренд за их форм-фактор, есть сотки. 50 миллилитров. А есть и двадцатки. Еще двадцатки даже. Есть двадцатки, маленькие такие, да. Я люблю маленькие форматы, на самом деле, стараюсь покупать, особенно на какие-то стойкие парфюмы, маленькие форматы. И вот этот вообще выглядит, на самом деле, очень элегантно, мне кажется, даже. Ты по цвету понабрал, да, прямо? О, я люблю в последнее время Уда, и очень красивый. Ну, он пахнет. Да. Я слышал, что Монталь один из самых первых начал делать удовые ароматы, кстати. Ну, не совсем так, наверное. Они, наверное, одни из первых, кто начал... На европейский рынок, скорее всего. Да, популяризировали в Европе. Ну, уды, наверное, еще там арабские, да, давным-давно. Да, конечно, это арабская тема. Они сделают такие понятные уды, носибельные. Конечно, многие могут поспорить, опять же, знаю кучу в окружении хейтеров этого бренда. Ну, это что? Это классика, это уд, роза, шафран, возможно, какие-нибудь амбры еще, либо смолистые какие-то штуки, возможно, еще ваниль. Вот. Пахнет на самом деле довольно понятно, и вот этот профиль, он сейчас во многих нишевых и даже люксовых домах. Вот даже, не знаю, Hermes вот взял и выпустил сейчас свою розаут, и вот он где-то плюс-минус так же пахнет. То есть, да, ну...
Ну, ты прав, здесь Тема- роза луд, здесь тема- на самом деле нет шафрана. Я знаю, что часто роза луд шафран. Шафран я не люблю в парфюмерии и старался найти вот именно без шафрана. Здесь есть табак, Ага. он чувствуется на самом деле. Ладан и стирекс. Видимо, вот какую-то такую резиновость немного жженую дает этот стирекс, мне кажется. И он на самом деле не совсем под меня подходит, как мне кажется, потому что я все-таки такой славянской внешности, белый. Это больше что под... Мне кажется, он больше араб подходит, да, под больше, арабскую да? внешность, под, может быть, там Ага. брюнетов каких-то. Но я иногда по настроению ношу, вот когда темные, допустим, темные тона, либо рубашка, там более классика какая-то. И недавно я носил его в Египте на жаре 30 градусов, там 33, около того. Вообще классно раскрывается, можно поливаться, прям он там не душит, сидит комфортно. И там я себя чувствовал в нем комфортно, опять же, потому что там атмосфера располагает, то есть мне не надо там думать, к кому идти, плюс я в отпуске был. То есть это такой парфюм под настроение, на самом деле. Не всем подойдет, но... Да, точно. Как будто на выход даже, как будто, да? Да. Он очень яркий, Яркий, потому что он яркий. такой яркий, громкий. И он Но похож приятный, я на бы многие сказал. ароматы от Рожеда больше даже. М. Вот, который Ну, и вот будет эта вот арабская такую линейка, линейку. которая, да. Он немного запыливается под конец, но мне это даже нравится. Такая какая-то Какая-то пыльность. древесная пыль какая-то. Да, Немножко да. лесопилки, типа. Сандала Классный куча аромат, там, очень конечно, нравится. тоже, да. Прям 10 из 10. Тем более, как знаю, у Монтале адекватный ценник тоже Да? на их аромат, несмотря что это уды. 10 из 10. Ну да, Слава у нас сейчас подсел на Уды. Мне нравится. Красиво. Есть Да. у меня еще один от них, от этого бренда флакон Бахур, но он не в этом городе, к сожалению, не смог его привезти. Тоже полтинник Бахур называется, вот. И там тоже нетипичный монталь такой, древесный нот, ладан, какие-то смолы. И это пахнет на самом деле все такой гуашью какой-то. Гуашь краска пахнет. И очень так сидит тоже тихо, аккуратно, не совсем как монтали обычно представляют, наверное. Да, что Поэтому- Монтале это громко очень. Да, тоже, эти мускусы, да. там ут. Нет, там все очень так Роза. тихо, аккуратно и прикольно, мне кажется. Можно попробовать знакомиться с брендом через вот такие вот Да. ароматы. У бренда действительно есть достойный классный аромат. Да. 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 Согласились. Согласен. Ну и там какой-то последний, самый загадочный Самый флакон. интересный. Хочешь сказать, например? Да, хочу сказать, я не скажу, что это мой любимый прям аромат, но в то же время я его люблю, потому что я его сделал сам. Тут, наверное, не знаю, нет смысла особо показывать, это обычный стеклянный флакон из стока, наверное, да, его купили. Я его сделал на мастер-классе в Стамбуле. Стамбуле, да, я Стамбуле. читаю просто Стамбул. О, слушай, они не проходили ли мы недавно Вот, Славу да, возле недавно этого тоже мимо были этого в Стамбуле. мастер-класса? Там Может быть. они его устраивают, там, знаете, в порту есть такой ресторан. Нет, другой, значит. Другой, да. Вот. В порту ресторан? Да, ресторан в порту. Ну, там, то есть порт, и там рядом рестораны. Вот, они поставили, там можно прийти, они разные мастер-классы проводят. И вот есть парфюмерный мастер-класс. Как ты его назвал? Честно, пока не придумал Не название. придумал, хорошо. Но- Ну тогда расскажи, что ты хотел сделать. А давай подожди, давай, И может что? быть, мы попробуем угадать что-то. Да? Ну, давайте, да, попробуем. Давай мы его И сначала, какие ноты? а потом уже Артем Ну скажет. ладно, хорошо. Ну ты скажешь, зачем это было. Да. Мгм. А вот здесь вот мне, может быть, и кажется какая-то гуашь, какая-то такая, знаешь, немножко мастерской какой-то, но где-то там еще и лежит банан. Банан я не Банан. слышу. Мне пахнет вот немного бананом, либо банановой, Прикольно. банановым каким-то аспектом, но это могут давать, знаете, что какие-то либо мускусы, либо какие-то цветы экзотические, вот что-то вот такое может давать. Я кожу слышу. Здесь, мне кажется, кожа есть. И кожа такая не из изубутиль хинолиновая, не зеленая. Нет, этого нет Да. здесь, да. Такая очень, может быть, как кожаная сумка, вот что кожаные перчатки. Пока мне это такой лаковый, бензинный, немножко банан. Это прикольно. Многие на самом деле любят, ну не многие, но есть ребята, кто любят
девчата такой профиль ищут, вот такой банан. Может быть, здесь тоже есть ут. Ну, ты так, по твоему взгляду понял, что бананов там нет. Нет, банана там нет, и не задумывалась на самом деле, но ты интересно мысли подогнал. Окей. Из цветов, я вот думаю, есть ли там цветы, Сергей? Я думаю, жасмин должен быть. Жасмин? Да. Ну, или какой-то белый цветок, либо белый, какой-то тропический белый, вот не самый обычный. Не знаю, франгипани там. Немножко как будто альдегидность какая-то появляется. Сейчас такой, я налил туда воды и капнул лаванды, а мы-то такие... Я немного слышу мыло. Такое мыло, чистота, свежесть. Он становится более такой свежий. Короче, чисто, нишевая история, я тебе скажу. Интересно. Это я бы вполне себе увидел в каких-то нишевых брендах. Я сейчас, не хвалюсь, просто похвалить, потому что он прикольно пахнет. Он необычный, как-то кстати, не да? избито пахнет. Он пахнет... Очень неизбито. Зачем ты это сделал? Зачем я сделал, да. Нам предоставили, в принципе, на мастер-классе свободу выбора. Очень много было масел. Я не знаю, то есть натурально это были масла, скорее всего, синтетические какие-то. И основа была спирт. То есть это не совсем как бы масляная парфюмерия, да. Я хотел сделать легкий удовый такой одеколон. О, я там угадал. Да, там основную массу занимает уд. Легкий удовый одеколон. Да. На самом деле так и есть. Я же сказал, что уд и какая-то такая замылистость, альдегидность какая-то. Он на самом деле очень легкий и нестойкий. Да. Он не сильно стойкий, то есть как я хотел, чтобы можно было подеваться сколько хочешь, а не контролировать, да, как, допустим, здесь ты должен прям думать, куда, что, сколько, нет, этим можно палиться. Ну хорошо, то есть ты капнул уда туда. Да. А какой уд, кстати, если ты помнишь? Уд там уже просто разный. назывался как бы уд, я попробовал, ну вроде пахнет удом. Ну как представляем, да, уд. Добавил туда, по-моему, я лайма туда добавил. То ли лайм, то ли, я уже забыл, честно говоря, у меня записано где-то. Кажется, да, там был лайм и кожаный аккорд. Кожаный аккорд. Ну, Слава, короче, раскусил. Да, банан здесь не слышал. Я до сих пор слышу банан. Нет, на самом деле я тебя утешу, потому что, когда я пробовал кожаный аккорд вот просто, да, как он есть, он отдавал какими-то фруктовыми нотами. То есть именно в концентрате такой, да? Да, и там, мне кажется, можно было чуть какой-то банан. На зеленый должен быть какой-нибудь. Он такой, вы знаете, как Том Форд fucking fabulous пахнет? Да. Какой-то кожаностью такой сладковатой. Вот там примерно такая была кожа, и поэтому здесь есть... Что-то, да. Ну, сладость здесь есть, да. Хотя ты как бы не планировал. Не планировал, но получилось. Я не стал специально шафран туда добавлять, чтобы не получился какой-нибудь обычный там... Стандартный. Да, роза тоже там нет, цветов там нет. Окей. Вот лайм, ут и... 3 компонента получается. По-моему, да. Может быть, там 4-й какой-то был, я забыл. Но они там так чисто уже... Ну, получилось очень интересно. Абсолютно невозможно мне было угадать. Ну, Слава, ты молодец, тебе браво. Спасибо. И тебе браво за этот парфюм. Он очень прикольный. Классный. А много было людей на этом мастер-классе, интересно? Да, много. Там очень большая ротация людей. Быстро все это проходит. Очень недорого стоит, кстати говоря. Все это рекомендую. Там можно легко найти это все на... Реклама сейчас будет какая-то, да. Ну, на Airbnb можно найти это, в принципе, при желании. Видите, у меня тут... Это не я, на самом деле. У меня друг попросил от Левант. Тоже я удивился, что он понравился настолько, что он наш от Левант попросил. Это 100, да, здесь миллилитров получается? Да, здесь прям 100 щедро дают тебе флакон. И я был рад, что классный сувенир с того, который ты точно нигде не купишь. Согласен. Это отличный, например, сувенир увезти с собой. Да. И забавно, нам рекомендовали наставить в холодильнике 3 дня его. Потому что там масла... Чтобы они осели, там вот это, не знаю, как-то сбалансировались. Ну да. Наверное, есть смысл в этом, потому что со временем более стойкий стал. Не сильно прям поменялось. Я скажу, что мы тоже со Славой делали свои парфюмки где-то года 4, наверное. С Алексеем, да. И с Алексеем, да, предственно смотришь. И с временем, да, там выпадает осадок даже. И они немножко меняются все-таки по запаху. Да, вот он как-то становится более стабильным, что-то в этом духе, да. Ну что, я хочу сказать, очень классная коллекция. Да. Вообще, друзья, это... Что понравилось?
вот парни, мужчины, кто смотрит, отличная мужская подборка. И ниша, и люкс, и она разноплановая. На разные случаи жизни. Прикольно. Нету таких вонючек, сверлячек, реально. И все со знаком М. То есть, если вас беспокоит, что могут подумать, что на вас что-то не то вот здесь не подумают. Но это все хорошо, это все достойно, на самом деле. Мне очень понравилась Эйфория Intense, кстати, для... Я почему-то так и думал, что тебе понравится, честно говоря. Очень классный аромат. И понравился вот Ладано Неро. Так, это какой он там? Тоже хороший. Я уже все Ладано Неро и вот 2 удовых в конце. Классно. Круто. Я рад, что понравилось. И надеюсь, реально зрителям, может быть, будет полезно узнать, потому что я уверен, что про вот этот наверняка, по крайней мере, не многие слышали. Я вообще случайно на него наткнулся. И он уже давно, оказывается, у них линейки есть, просто они как-то их так ротируют, что не всегда они есть в наличии. Вот. Но попробуйте и находите. Да. Артем, спасибо тебе большое. Вам спасибо, что позвали. Согласился. Показать свою коллекцию. Да, мне было очень интересно узнать вкус. Друзья, если вы в Тбилиси или будете в Тбилиси, заезжайте, мы, может быть, с вами тоже заснимем что-нибудь интересное. Вот. Спасибо большое, что пришел к нам. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь, все такое, ну вы все знаете, да. И откомментируйте, наверняка вы что-то знаете, что-то носили. Поделитесь своим опытом, будет интересно. Хорошего всем дня. Пока-пока. Пока-пока. Goodbye.